В этом видео вы увидите 25 чудес Корана, которые подтверждены наукой спустя столетия. Смотрите до конца, и вы будете поражены. Коран — это не просто книга, а сокровищница знаний, объединяющая духовную мудрость и научное просвещение. Его аяты словно сверкающие жемчужины, раскрывающие истины о создании Вселенной и природе человека. Они поражают разум и трогают сердце, открывая перед нами безграничную мудрость Аллаха, где духовное послание пересекается с научными открытиями. Коран ясно и кратко объясняет происхождение мира и создание человека. Он содержит ответы на вопросы, волновавшие человечество на протяжении веков. С развитием науки многие стали видеть в ней противоречия религии. Для миллионов людей наука стала новой истиной, а вера казалась чем-то устаревшим. Но Коран демонстрирует, что вера и наука не только совместимы, но и дополняют друг друга. Аллах через свои аяты поддерживает верующих, раскрывая перед ними научные истины, которые удивляют даже скептиков. Люди прошлого принимали эти чудеса на веру, даже не понимая их глубины. Научные истины в Коране часто представлены в сжатой форме, словно скрытые подсказки, ожидающие своего открытия. Их величие становится очевидным, когда наука подтверждает их. Каждый такой аят, раскрытый спустя столетия, превращается в настоящее чудо, подтверждающее божественное происхождение Корана. Это не просто книга, это ключ к знаниям, которые человечество открывает постепенно. В исламской традиции знание называется ильм. Это не просто информация, а проявление творческой силы Аллаха, чьи законы остаются неизменными. Эти законы управляют Вселенной, определяют ее движение и порядок. Но чудеса, которые Аллах показывает через своих пророков, выходят за рамки привычных физических законов. Они становятся ясными знамениями, демонстрируя его божественную силу. Когда пророк Моисей разделил море, или когда Иисус родился от Девы Марии, это не просто легенды, а подлинные чудеса, которые невозможно объяснить законами физики. Верблюдица пророка Салиха, вышедшая из скалы, еще одно чудо, неподвластное законам природы. Но есть и другие примеры, когда чудеса пересекались с реальностью, которую наука смогла объяснить лишь спустя несколько веков. Пророк Сулейман понимал язык животных, а ветер использовался для перемещения его войска, явления, которые кажутся чудесами, но при ближайшем рассмотрении обретают научное объяснение. Эти чудеса показывают, что мир гораздо сложнее и многослойнее, чем можно представить. Они напоминают, что за пределами нашего понимания существуют неизведанные законы, неподвластные человеческому разуму. Аллах призывает нас исследовать мир, открывать его тайны, но также напоминает, что знание не должно становиться источником гордыни. За пределами любого знания всегда лежит неизведанная мудрость Творца. Квантовая физика показывает, что на уровне субатомных частиц невозможно точно предсказать их положение или время существования. Эти частицы могут мгновенно взаимодействовать друг с другом, даже находясь на противоположных концах Вселенной. Этот феномен Альберт Эйнштейн назвал призрачным воздействием на расстоянии. Этот феномен показывает, что Вселенная и наша судьба связаны сложной, многослойной системой. В Коране сказано: «Все добро от Аллаха, а зло от вас самих». Этот аят подчеркивает важный принцип. Большинство событий в нашей жизни – это результат наших собственных решений и действий. Но квантовая физика добавляет еще одну удивительную грань – возможность того, что наши будущие выборы могут влиять на прошлое. Чтобы это было понятно широкой аудитории, рассмотрим на простом примере. Вечером на вашем телефоне раздается звонок. Вы смотрите на экран, но номер незнакомый. Ваши мысли бегут вперед – отвечать или нет. Этот простой выбор кажется обычным, но именно он изменит то, что уже произошло. Если вы решите ответить на звонок, выясняется, что звонит ваш старый друг, с которым вы давно не общались. Но что, если вы решите не отвечать? Телефон звонит, замолкает, и все остается загадкой, кто это был.
друг, коллега или случайный номер. Ваша память о звонке превращается в тайну. Воспоминание становится тревожным, ведь вы не знаете, что упустили. Так образом, ваше будущее решение – ответить или не ответить – меняет само восприятие события, которое уже произошло. Этот простой пример показывает, как наше будущее может менять наше прошлое. Также в суре Таха говорится: «Ты пришел сюда по предопределенному пути». Этот аят тоже напоминает о концепции обратной причинности, обсуждаемой в квантовой физике, где будущее способно оказывать влияние на прошлое. Судьба в исламском понимании – это вневременная реальность. Жизнь каждого человека формируется его собственными решениями, успехами и неудачами. Но если Аллах знает нашу судьбу, почему мы ее проживаем? Потому что судьба включает не только наши выборы, но и их последствия. Это знание Аллаха о том, какой путь мы изберем. Среди удивительных научных откровений Корана есть одно, связанное с пропорцией суши и воды на нашей планете. Слово «суша» упоминается 13 раз, а слово «вода» – 32 раза. Если сложить эти числа, получится 45. Именно в этом числе скрыт удивительная истина. Если пересчитать их как проценты, то суша составляет около 29%, а вода – 71% от 45%. И эти цифры совпадают с реальной пропорцией суши и воды на Земле, которая была открыта учеными только в последние столетия. Но эта удивительная истина была указана в Коране за столетия до появления карт и точных измерений. Это еще один пример того, как Коран открывает перед человечеством истины, которые становятся понятны только по мере развития науки. Группа молодых людей, которые, согласно Корану, были чудесным образом погружены в сон на многие годы, содержит еще одно удивительное научное откровение. В суре Аль-Кахф говорится: «Мы запечатали их уши в пещере на многие годы». Эта фраза на первый взгляд может показаться простой метафорой, но на самом деле она раскрывает глубокий научный смысл. В арабском тексте используется слово «дараба», что означает «закрыть». Современная наука подтверждает, что слух – это единственное чувство, которое остается активным даже во сне. Именно поэтому мы просыпаемся от звука будильника или громкого шума. Это означает, что Аллах отключил слух этих молодых людей, чтобы они могли погрузиться в глубокий и непробудный сон на протяжении веков. Это не просто метафора, а научный факт, который стал известен человечеству лишь спустя столетия. Но это не единственное чудо в истории Ашаб Аль-Кахф. В той же суре говорится: «Мы поворачивали их с правой на левую сторону». Современная медицина показывает, что долгое нахождение в одном положении во сне может привести к серьезным проблемам. Длительное давление на одну и ту же часть тела нарушает кровообращение, вызывает образование пролежней, болезненных ран, которые появляются из-за недостатка кровоснабжения. Эти раны могут привести к некрозу, отмиранию тканей. Но Коран указывает, что Аллах защищал тела этих молодых людей, поворачивая их во сне. Это не просто духовное повествование, а точное указание на знание физиологических процессов, которые стали известны медицине только спустя нескольких веков. Эти примеры напоминают нам, что за пределами нашего понимания скрыты тайны, которые человечество открывает только спустя столетия. Коран – это источник удивительных знаний, которые становятся ясны по мере развития науки. Одно из таких знаний касается уникальности отпечатков пальцев. В суре Кияма Аллах говорит: «Разве человек думает, что мы не соберем его кости? Да, мы способны воссоздать даже его кончики пальцев». Этот аят указывает на уникальность кончиков пальцев человека, области, которая хранит неповторимый рисунок, остающийся неизменным на протяжении всей жизни. Это знание стало доступно науке только в 1880 году, когда Фрэнсис Гальтон впервые доказал, что отпечатки пальцев уникальны у каждого человека. Сегодня отпечатки пальцев используются в криминалистике и биометрии как уникальный идентификатор личности.
Но Коран указал на это более чем за 1400 лет до открытия науки, демонстрируя, что его знания превосходят человеческое понимание того времени. Это еще одно доказательство того, что Коран – источник знаний, который открывается людям по мере развития их понимания мира. Но на этом чудеса Корана не заканчиваются. Он не только рассказывает о видимом мире, но и приоткрывает завесу над тайнами невидимого. Современная физика предлагает теорию струн, концепцию, согласно которой все частицы во Вселенной состоят из крошечных вибрирующих струн. Эти струны, словно невидимые музыкальные нити, колеблются на разных частотах, создавая различные частицы и определяя их свойства. То, что наука открыла только в 20 веке, Коран указал еще более 1400 лет назад. В суре Ниса говорится: «Те, кто делают добро, даже если это будет весом с нить, не будут обделены наградой». Слово «нить» удивительным образом перекликается с концепцией струн, лежащей в основе этой теории. Это не просто поэтический образ, а точное указание на крошечные колеблющиеся структуры, из которых состоит все сущее. Более того, в той же суре говорится о колебании, принципе, который лежит в основе теории струн. Современные ученые полагают, что масса частицы определяется именно частотой ее колебаний. Таким образом, Коран намекает на концепцию, которая была открыта учеными только спустя столетия. В суре Аль-Бакара приводится описание редкого природного явления – огненного смерча, или как огонь, захвативший сад с плодами, охваченный вихрем огня. Это точное описание явления, которое наука признала лишь в новейшее время. Огненный смерч – это вихрь или торнадо, наполненное пламенем, яростный огненный поток, который разрушает все на своем пути. Этот феномен впервые изучен учеными лишь в 2003 году во время лесных пожаров в Канберре, Австралия. С тех пор огненные смерчи наблюдались в различных частях мира, включая Калифорнию в 2018 году и Неваду в 2020. Коран описал это явление за столетия до его научного открытия. Но и это не единственное чудо. В суре Таквир сказано: «Клянусь рассветом, что дышит». Фраза «клянусь рассветом, что дышит» указывает на постепенное появление света, который мягко разливается по горизонту, как будто утро вдыхает жизнь в мир после темноты ночи. Это удивительное описание напрямую связано с процессом фотосинтеза и производством кислорода на Земле. Современные исследования показывают, что фитопланктон, крошечные водоросли, живущие в океанах, производит около 70% всего кислорода на нашей планете. Наибольшая активность фотосинтеза приходится на утренние часы, когда солнечные лучи начинают освещать поверхность воды. Именно в это время фитопланктон поглощает углекислый газ и выделяет кислород, словно Земля действительно дышит. Этот процесс, поддерживающий всю жизнь на планете, стал известен ученым лишь в новейшее время. Но Коран указывает на это с поразительной точностью, описывая утро как время дыхания мира. В аятах Корана скрыты удивительные научные истины. Одной из таких истин является описание уникальных навигационных способностей пчел. В суре «Пчелы» говорится: «Затем вкушайте плоды и следуйте путям вашего Господа, которые Он облегчил для вас». На первый взгляд, это кажется простым описанием повседневной жизни пчел, но за этими словами скрывается глубокая наука. Современные исследования показали, что пчелы – одни из самых совершенных навигаторов на Земле. Эти крошечные создания способны преодолевать огромные расстояния и возвращаться в свои ульи с точностью, которая поражает ученых. Они используют угол солнечного света для ориентации, что делает их независимыми от знакомых мест. Несмотря на крошечный размер мозга, пчелы обладают поразительной памятью, позволяющей им запоминать маршруты и находить кратчайший путь домой. Когда они ищут нектар, их полет напоминает зигзаг, но возвращаются они всегда кратчайшим путем. Ученые называют эту способность задачей путешествующего торговца.
одной из самых сложных задач оптимизации в математике. Но на этом чудо пчел не заканчивается. Когда они находят источник нектара, они сообщают об этом своим сородичам, используя так называемый танец пчелы. Этот сложный язык сигналов передает направление и расстояние до цветущих растений. Эти удивительные способности пчел стали источником вдохновения для создания современных систем навигации и даже искусственного интеллекта. Ученые уверены, что, изучая поведение пчел, они смогут улучшить алгоритмы для автономных роботов и беспилотных летательных аппаратов. Но Коран указал на эти уникальные качества пчел за многие века до того, как они стали объектом научных исследований. В суре Ар-Рахман говорится: «Он создал два моря, которые встречаются, но между ними преграда, которую они не могут пересечь». Современная наука подтвердила, что в местах, где встречаются пресная и соленая вода, действительно существует невидимая граница. Этот феномен называется галоклин или термоклином. Граница возникает из-за различий в плотности и химическом составе воды, не позволяя им смешиваться. Но самое удивительное заключается в том, что Коран не просто описывает это явление, но и указывает на его точное местоположение. В Балтийском море и заливе Гданьска можно наблюдать этот феномен. Пресная вода здесь не смешивается с соленой. Координаты этого места – 55 градусов северной широты и от 19 до 20 градусов восточной долготы, что совпадают с координатами, указанными в Коране, в 55-й суре, 19 и 20 аятах. Для людей того времени было абсолютно невозможно знать о существовании этих несмешивающихся вод и тем более указывать их точные координаты. Этот факт снова доказывает, что Коран является источником знаний, выходящих за рамки человеческих возможностей того времени. Но и это не все. В суре Аль-Алак говорится «нет». Если он не прекратит, то мы схватим его за его ложный греховный лоб. На первый взгляд это выражение может показаться просто образным, но современная нейронаука подтверждает его удивительную точность. Исследования показали, что в области лба, в префронтальной коре головного мозга, действительно находится центр, ответственный за принятие решений и контроль поведения. Именно здесь активизируется ложь и обман. В 2005 году группа исследователей под руководством Янга установила, что у патологических лжецов объем префронтальной коры на 22% больше, чем у других людей. Этот феномен был подтвержден с помощью магнитно-резонансной томографии, где видно, как активизируется префронтальная кора, когда человек лжет. Коран с поразительной точностью указал на область мозга, ответственную за ложь, за столетия, до того, как наука смогла это подтвердить. Еще одним из примеров является описание судного дня, где люди выходят из своих могил, словно рассеянные саранчи. В суре «Луна» говорится: «С глазами, потускневшими от страха, они выйдут из своих могил, как рассеянные саранчи». На первый взгляд это сравнение кажется поэтическим, но при внимательном рассмотрении становится ясно, что оно отражает точное биологическое явление. Современная биология показывает, что саранча откладывает яйца под землю на глубину около 10 сантиметров. Когда личинки вылупляются, они стремительно выходят на поверхность, заполняя землю множеством мелких существ. Это массовое и мгновенное появление саранчи из-под земли напоминает резкий и хаотичный выход людей из могил в судный день. Это сравнение не только подчеркивает биологическую точность, но и символизирует хаос и страх, которые будут сопровождать этот великий день. Коран не просто использует яркий образ, но и указывает на биологическое явление, ставшее понятным только благодаря науке. Но это не единственное чудо, связанное с небесами и природой. В суре Ат-Тарик говорится: «Клянусь небом, которое возвращает назад». Эта фраза кажется загадочной, но современная наука показывает, что атмосфера Земли действительно обладает уникальной способностью возвращать и отражать. Атмосфера выполняет несколько важных функций.
тропосфера – это нижний слой атмосферы, где вода испаряется, поднимается, конденсируется и снова возвращается на Землю в виде дождя. Магнитосфера отражает солнечную радиацию, защищая планету от губительных частиц солнечного ветра. Ионосфера возвращает радиоволны обратно на Землю, позволяя радио и телевизионным сигналам преодолевать огромные расстояния. А озоновый слой блокирует вредные ультрафиолетовые лучи, защищая живые организмы. Эти функции, открытые наукой, идеально соответствуют описанию в Коране. В тексте говорится о небе, которое возвращает, и это описание удивительно точно передает суть атмосферных процессов. В суре Аль-Анам приводится еще одно удивительное наблюдение. Кого Аллах желает наставить на прямой путь, того Он раскрывает грудь для ислама. А кого желает оставить в заблуждении, того Он делает грудь тесной, как будто он поднимается на небо. Это описание оказалось точным предсказанием того, что известно современной медицине как эффект высотной болезни. На больших высотах атмосферное давление падает, а уровень кислорода снижается. Это вызывает у человека чувство удушья, тяжесть в груди и головокружение, симптомы гипоксии. Чем выше человек поднимается, тем труднее его организму получать достаточное количество кислорода. Коран также дает удивительно точное описание фаз Луны и ее орбиты. В суре Ясин говорится: «Мы определили для Луны стоянки, и она возвращается, как старый иссохший пальмовый лист». Это описание кажется метафоричным, но оно точно передает движение Луны по ее орбите. Современная астрономия показывает, что Луна проходит через несколько фаз – от новолуния до полнолуния и обратно. Ее орбита имеет форму эллипса, и когда Луна переходит в фазу убывающей, ее форма действительно напоминает тонкий иссохший пальмовый лист. Для древних цивилизаций Луна была объектом мистических представлений. Ее считали богиней, наделяли магическими свойствами. Но Коран описывает ее движение с научной точностью. Эти знания были недоступны людям того времени, у которых не было телескопов и современных астрономических приборов. И, наконец, еще одно удивительное чудо Корана – это знание о квантовом туннелировании. В суре Аль-Араф говорится: «Воистину не откроются врата небесные для тех, кто считал ложью наши знамения и превозносился над ними. Они не войдут в рай, пока верблюд не пройдет сквозь игольное ушко. Так мы воздаем грешникам». На первый взгляд, это выражение кажется метафорой невозможного. Но современная квантовая физика показывает, что на субатомном уровне существует явление, которое делает невозможное возможным. Квантовое туннелирование – это процесс, при котором частицы могут проходить через барьеры, которые кажутся непроходимыми. Это связано с тем, что квантовые частицы ведут себя как волны и могут преодолевать энергетические барьеры, которые невозможны для макроскопических объектов. Феномен квантового туннелирования лежит в основе таких процессов, как фотосинтез, восприятие запахов и ядерный синтез в звездах. И хотя вероятность туннелирования для крупных объектов, таких как атомы или молекулы, чрезвычайно мала, на уровне субатомных частиц это реальность. Этот аят, который кажется просто метафорой, на самом деле указывает на фундаментальный принцип квантовой физики, открытый наукой лишь в 20 веке. Коран вновь демонстрирует, что его знание охватывает не только духовные истины, но и глубочайшие научные принципы. Еще одно удивительное научное чудо Корана касается описания момента смерти. В суре Аль-Вакия говорится: «Когда душа подступает к горлу, вы смотрите на него, но мы ближе к нему, чем вы, хотя вы не видите». Современная медицина подтверждает, что процесс умирания включает последовательную потерю контроля над телом. Одним из первых симптомов приближающейся смерти является утрата глотательного рефлекса. По мере того, как мозг теряет контроль, человек постепенно теряет осознание происходящего. Когда наступает смерть, зрачки перестают реагировать на свет. Это конечный признак мозговой смерти. Коран описывает именно этот физиологический процесс с удивительной точностью за столетия до того,
как медицина смогла его объяснить. В суре Таха говорится: «Он сотворил для вас из земли растения, из которых происходят пары, мужские и женские». Это утверждение долгое время казалось символическим, но современная ботаника подтверждает, что растения действительно имеют мужские и женские органы. Мужские клетки представлены пыльцой, которая переносится ветром или насекомыми, а женские клетки находятся в завязях. Когда пыльца достигает яйцеклетки, происходит оплодотворение, и из этой комбинации образуются семена и плоды. Цветковые растения обладают тычинками, которые представляют собой мужские органы, и пестиками, являющимися женскими органами. Современная наука также обнаружила, что у многих видов растений есть четко выраженные мужские и женские формы. Этот факт стал известен только в последние столетия, но Коран указал на него с удивительной точностью. Еще одним из чудес является описание глубин океана и подводных волн. В суре «Свет» говорится: «Дела неверующих подобны мраку в глубоком море, покрытом волнами, над которыми еще волны, а над ними облака, тьма над тьмой». На первый взгляд этот аят кажется поэтичной метафорой, но современные исследования показывают, что он удивительно точно описывает океанические явления. На глубине более 200 метров в океане царит абсолютная темнота, так как солнечный свет не проникает на такую глубину. Это первый уровень тьмы. Но самое удивительное заключается в том, что внутри океана существуют подводные волны, гигантские водные массы, которые перемещаются в толще воды. Эти волны могут достигать высоты в сотни метров, но остаются невидимыми с поверхности. Это второй уровень тьмы. Третий уровень создают облака, которые могут собираться над поверхностью океана, делая море еще более мрачным. Этот феномен был впервые описан норвежским исследователем Фритьофом Нансеном в 1893 году, когда его корабль потерял управление из-за подводных течений и волн. Современные океанографы, такие как Карл Хелфрих, подтвердили, что эти подводные волны образуются из-за разницы плотности водных слоев и давления. Эти невидимые волны существуют только в глубоких океанах, как и указано в Коране. Это еще раз доказывает, что Коран — это источник не только духовной мудрости, но и научных знаний, которые продолжают восхищать человечество. В суре «Железо» говорится: «И мы ниспослали железо, в котором великая сила и польза для людей». Этот аят указывает на две важные истины. Во-первых, железо было ниспослано, что означает его внеземное происхождение. Современная наука подтверждает, что железо действительно не является земным элементом. Оно образуется в недрах массивных звезд в процессе ядерного синтеза. Когда такие звезды достигают конца своего жизненного цикла и взрываются как сверхновые, они выбрасывают железо в космос. Эти частички железа, путешествуя сквозь межзвездное пространство, достигают планет, включая Землю. Наше Солнце, несмотря на свою мощь, недостаточно горячее для синтеза железа, что подтверждает, что этот элемент прибыл на Землю из далеких звезд. Во-вторых, железо имеет жизненно важное значение для всего живого. Оно является основным компонентом гемоглобина в крови человека, обеспечивая перенос кислорода от легких ко всем клеткам организма. Без железа жизнь была бы невозможна. Этот элемент необходим не только людям, но и растениям, животным и микроорганизмам. Современные исследования показывают, что микрочастицы железа, содержащиеся в атмосферной пыли, падают на поверхность Земли вместе с дождем, обогащая экосистемы необходимыми питательными веществами. Эти открытия еще раз подтверждают, что Коран не только указывает на внеземное происхождение железа, но и подчеркивает его исключительное значение для жизни. В суре «Пчелы» говорится: «Воистину, для вас есть наставление в скоте. Мы поим вас молоком, которое выходит из их внутренностей, между пищеварением и кровью, чистое, питательное для пьющих». Этот аят описывает процесс образования молока у животных с удивительной точностью. Современная биология подтверждает, что молоко действительно образуется из крови
которая переносит питательные вещества, полученные из пищи, к молочным железам. Процесс включает 3 ключевых этапа. Пища переваривается в желудке и кишечнике, питательные вещества всасываются в кровь, а затем они преобразуются в молоко в молочных железах. Этот факт стал известен науке только спустя столетия после ниспослания Корана. Но помимо научных чудес, Коран — это также источник глубоких нравственных уроков, которые помогают людям обрести духовное руководство. Одним из таких примеров является история о народе, которому был дан особый запрет на работу в субботу. В суре Аль-Бакара говорится: «Вы знали тех из вас, кто нарушил запрет субботы. Мы сказали им: будьте презренными обезьянами». Этот запрет был дан народу израильтян как испытание их верности и духовной стойкости. Они должны были посвятить 1 день в неделю поклонению Аллаху, отказавшись от мирских дел и забот. Но некоторые из них нарушили этот запрет ради материальной выгоды. Их алчность и жадность привели к наказанию. Образ обезьян в этом аяте несет глубокий символический смысл. Это не просто оскорбление, а указание на поведение, ставшее похожим на поведение животных, движимых инстинктами. В природе обезьяны известны своей стремительностью и жадностью хватать то, что им нравится. Точно так же люди, нарушившие субботний запрет, стали пленниками своих желаний. Их алчность привела к моральному падению. Этот рассказ в Коране напоминает, что алчность — это внутренний враг человека, который лишает его свободы и достоинства. Коран учит, что истинная вера — это способность обуздать свои желания, следовать духовным принципам и не становиться рабом материальных благ. История о запрете субботы показывает, что каждый человека есть выбор – поддаться жадности или обрести духовную свободу. Алчность – это не просто стремление обладать материальными благами. Это внутренний голод, разрушающий душу, делающий человека уязвимым и лишающим его свободы. Люди, которые не способны обуздать свои желания, превращаются в рабов своих страстей. Коран призывает к духовной дисциплине и самообузданию, что помогает обрести внутренний покой и избежать разрушительных последствий жадности. В суре Аль-Джумуа содержится еще одно удивительное сравнение. Те, кому была доверена Тора, но которые не следуют ее учению, подобны ослу, нагруженному книгами. Это не оскорбление, а глубокая метафора. Осел может нести на себе огромное количество книг, но не способен понять их содержание. Точно так же люди, обладающие знанием, но не применяющие его в жизни, остаются невеждами. Образ осла в этой притче символизирует бессмысленное накопление знаний без их практического применения. Ослы известны своей выносливостью, способностью нести тяжелые грузы, но они не обладают разумом, чтобы понять смысл того, что переносят. Народ израильтян, упомянутый в этом аяте, славился своей тягой к знаниям. Среди них было много ученых, философов и богословов. Но Коран указывает на проблему: знание становится лишь грузом, если оно не превращается в поступки и нравственность. Этот урок остается актуальным и в наши дни. Сегодня мы имеем беспрецедентный доступ к информации. Мы можем читать книги, смотреть образовательные видео, изучать научные статьи. Но если полученные знания не находят отражения в нашей жизни, если они не становятся основой наших действий, то они превращаются лишь в тяжелую ношу, а не в источник мудрости. Человек может быть ученым, философом или богословом, но если его знания не изменяют его жизнь к лучшему, если они не пробуждают в нем доброту, честность и сострадание, то он ничем не отличается от осла, несущего книги. Коран показывает, что настоящая мудрость — это знание, которое ведет к добродетели. Это способность обуздать свои желания, применять знания в повседневной жизни и использовать их во благо. Только тогда человек может по-настоящему считаться мудрым.